Двоечки, привет. Спасибо всем за обратную связь под прошлым раскладом. И прежде чем начать, приглашаю всех в проживание арканов, в манифест, в эзотерическую библиотеку и в закрытые расклады. Там вся кладезь. Итак, ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Давайте начнем наш расклад. Итак, двоечки. Первые две карты — это сигнификация, чтобы понять, для тебя этот расклад или нет. Когда есть расклад, камешки, варианты и прочее не выбираем, слушаем сигнификацию. Если о тебе, то расклад твой. А что сейчас между вами и почему перестал общаться, тут даже трактовать не нужно. У вас, у тебя, точнее, такое, знаешь, ощущение, что ты все не про этот, проворонила. А он вид сделал, что просто дальше пошел, и ничего особенного не случилось. И в итоге ты застряла в такой точке, где у тебя внутри какашки кипят, да, обида, разочарование, чувство, что он тебя не выбрал, хотя ты старалась по полной. Вы общаться перестали не из-за одной ссоры, а потому что вот долгое время все шло в одну сторону. Ты вкладывалась, ты за каждый шаг цеплялась навстречу, да? Под него подстраивалась, под его настроение, под его планы. А он, паразит такой, все это видел и пользовался. Но он держал курс на свои личные цели, а не на твою линию жизни, да, так скажем. И в какой-то момент просто случилось, что он что-то пообещал, что-то важное, не сделал и даже вот как будто не посчитал нужным нормально объясниться. Вы договаривались о встрече, и для тебя это был прям вот очень важно. Ну вот ключевой как будто разговор. Ты в голове все подготовила. А он в последний момент просто скинул, типа, ну, сообщение такое, да, типа, у меня дела, и пропал. И вот как раз в этот момент у тебя внутри вот что-то оборвалось. Я не знаю, как это сказать. Вот, ну, вот как будто вот оп, и все, да, как будто между вами такая невидимая нитка, и она как будто лопнула. Но ты все равно попыталась еще раз поговорить. Прям прямо спросила, что между вами, а он свою вот эту вот стандартную тему про занятость, про цели, что ему сейчас не до любви, что ты все слишком близко воспринимаешь себе, и вот это вот все, да? И после этого ты просто не выдержала и сказал все как есть, без вот этих фильтров. Причем не на повышенных тонах, нет, просто по сути сказала. Типа, или мы вместе, да, или в мою жизнь, как говорится, нормально заходишь, или давай-ка пока иди, как говорится, к деду на картошку копать Иди к деду в огород картошку копать. И он услышал не суть, а сам факт, что ты поставила условия, как ты посмела. И для его вот этого эго это был удар. Он не привык, что женщина так с ним разговаривает. Нашелся мне тут, да? И вместо того, чтобы вот сесть и разобраться, он выбрал самый простой вариант. Свернул ваше общение. И вид сделал, что это просто естественный конец, без драмы. Ну, мы же с тобой... Ты же меня так долго смотришь, мы же с тобой понимаем, что это манипуляция, так ведь? И вот сейчас между вами вот эта пустота. Снаружи все вот так выглядит, как будто каждый живет своей жизнью. Внутри у тебя ощущение, что ты вот одна осталась с этим грузом.
А он уже давно в движении, у него планы, дорога, какие-то там свои задачи. Но на самом деле его тоже цепляет, что так вышло. Но он это давит, потому что признать свою ответственность ему тяжело, потому что эго задело. Ну, поэтому вы не общаетесь. Ты не готова проглотить, а он не готов признать, что повел себя просто как по-детски, да, так назовем. Пауза или точка. Знаешь, знаешь, для нормальных отношений это уже точка. Не в голове, а по факту. Вот смотри, история доиграла себя. Ты с ним дошла до предела, за которым дальше только самообман будет. Ты же с ним хотела не переписок и вот этих редких встреч, да? Ах, ты хотела жизни по-настоящему. Свой уголок, да, общий быт, ощущение, что вы семья. Пусть даже без вот этой вот, как называется, забыл, без печати в паспорте, а по сути. И ты строила именно это. То есть там в мелочах, в заботе, в поддержке он тебе был человек не который мимолетный, а ты уже вот, как сказать, вот мысленно ставила его в картину своего будущего, где рядом он, а не вот эти вот бесконечные качели, где он то пропадает, то исчезает. А по ощущениям у него внутри была, знаешь, совсем другая установка. Он видел в тебе очень домашнего, очень надежного человека, да, рядом с которым спокойно. И можно время провести. Но, знаешь, вместо вот того, чтобы заходить в эту историю, как скажем, вот по-взрослому, да, он держал это как удобный фон. Вот это вот, я не знаю, как объяснить. Давай я тебе расскажу, что в голове у меня. Вот представь город такой вот с высоты птичьего полета. Красивый такой, а нет, наоборот, нет, серый такой вот, мрачный и так далее. И вот ты с высоты птичьего полета представляешь. И вот твой дом, он как летняя лужайка. Понимаешь? Вот, я это тебе хочу сказать. Вот ты для него, вот его жизнь, это вот этот серый город сверху. А вот эта зеленая лужайка, это ты. Ну, удобно. Понимаешь? То есть, вот я не знаю, как это все сказать, у меня же картинками идет. И вот ты для него вот эта лужайка. То есть, хорошо, что ты есть, решать ничего не надо, пусть все идет по инерции, буду иногда, бродя вот по этому городу, да, по своим делам, буду заходить на эту лужайку отдыхать. Вот примерно вот так. Понимаешь? Просто я не знаю, как это описать более красиво, я тебе просто, как говорится, картинку передал. И вот когда вопрос встал остро, да, жизнь просто разрубила это все. И сейчас идет восстановление баланса. Ты в глубине души знаешь, что с ним ты не вытащила бы вот ни нормальной семьи там, неустойчивого союза, как тебе надо. Это было бы вечно на твоих плечах. Пойми это. Больно признавать, да, что картинка, которую ты рисовала, она так и останется картинкой. Но вот с точки зрения жизни это честный исход. Как бы тебе это не было неприятно, но так честно, то, что вы разбежались. Каждый вернулся туда, где ему по уровню. Вот ты двигаешься в сторону людей, да, с которыми можно строить что-то ровное, что-то настоящее. А он остается в этом городе среди... Ой, среди, говорю, вот эта вот зеленая лужайка, ты, твоя жизнь, она для него забором обрастет. Понимаешь? И он останется там, вот где ему удобно, хоть и серый город, но ему там удобно. Не брать на себя слишком много, да, потому что на этой зеленой красивой лужайке, где солнышко всегда светит, нужно же цветочки поливать. Нужно участвовать, чтобы вот эта лужайка зеленая разрасталась, да? А он не хочет. Он хотел просто ноги там вытирать и дальше по вот этому серому городу бродить. Понимаешь? Поэтому, по сути, здесь не пауза. Пауза бывает, когда оба внутри хотят вернуться и что-то доработать.
А здесь ты уже слишком ясно понимаешь, что назад в тот формат ты не хочешь пойти. Ну, когда он приходит, ноги вытирает и уходит, да, грубо говоря. А он не готов меняться так, как тебе нужно, чтобы прежде чем на эту лужайку зайти, как говорится, грязные свои сапоги снимать. Связь может быть, да? Ну, иногда он будет напоминать о себе. Но как вот для серьезного это уже закончилось. Это не наказание, ни в коем случае не провал. Это логичный конец истории, которая просто перестала быть честной по отношению к тебе. Понимаешь? Поэтому ты не переживай. В твою лужайку придет тот человек, который, как говорится, тоже с такой лужайкой, солнечной. То есть вы разные, понимаешь, с тем, которым у тебя сейчас вот это вот все. Что делать, зная все это? Я так сказал все уже. Но, знаешь, тут работа даже не про него, здесь вот чисто про тебя. Знаешь, самое важное — это сейчас не лезть в его жизнь ни под каким вот этим предлогом, соусом и так далее. Ни лайки, ни хренайки, ни поздравления с Новым годом. Любой маленький выход на контакт с ним, он снова тебя затянет в эту жопу. Я это сказал. Я просто что-то... Я двоечек люблю, я не хочу тебе такого, чтобы у тебя было. Понимаешь, было бы мое, как говорится, как сказать, воля моя, я бы тебе сейчас дал мужика, да, сказал бы, вот живите, у вас у двоих лужайка, но я только карты читаю. И знаешь, у тебя и так вот по ночам голова забита вот этими сценариями, картинками, чего бы ты ему сказала, если бы он объявился, да. И вот эти накрутки, они тебя жрут. Знаешь, нужно резать вот это все на корню. Вот поймала себя на том, что в очередной раз мысленно с ним вот этот разговор устраиваешь. Сразу переключаешься на что-то реальное. Без разницы. Дела по дому, прогулка, приготовь что-нибудь вкусненькое себе. Мысленно со мной чай попей. Вот я с тобой чай с удовольствием попью, только зеленый, черный я не пью. Какие-то задачи рабочие займи себе. Не из серии такие задачи по максимуму я себя выжму, чтобы его забыть, а вот обычные вещи, которые возвращают в тело тебя, да, а не в мысли. И знаешь, что важно? Так как у тебя фантазия очень хорошая, перестань за него додумывать. Ты много придумываешь, что он чувствует, что у него на душе, что ему, наверное, стыдно, что он все осознал. На деле есть только одно. Вот просто услышь меня. Услышь. Потому что ты додумываешь, это очень плохо, и я это прям представляю у себя в голове, и вот я тебя остановлю так, как я остановил бы сам себя. На деле, вот в реальности, есть только одно. Оглянись сейчас вокруг. Не образно, не эфемерно, а реально оглянись. Вот ты оглянулась, он не рядом. Он ничего не делает. Ты одна тащишь эти фантазии. Пойми, он мужик, он мужчина. Если бы ему было стыдно, если бы он все осознал, он сейчас, когда ты обернулась, был бы рядом. Поэтому фиксируй по фактам, понимаешь? Нет шага, нет разговора, нет присутствия в твоей жизни. Не придумывай. Все. Понимаешь? Так проще вытащить себя из вот этих блужданий в голове. А дальше начинай собирать для себя вот эту опору. Ну, в обычных земных вещах, не в фантазиях. Это там деньги, да? Как ты там не юли, что любовь превыше всего, деньги тебе тоже важнее. Займись деньгами, займись работой, здоровьем, режим восстанови. Я знаю, что двоечки, они вот такие романтики.
Не они, а ты. Что я тебе говорю в третьем лице? Ты вот романтично. Вот тебе хочется, чтобы все как в сказке, все красиво, на закате покушать бутербродов на берегу моря. Я это все знаю. Я знаю, кто ты. Но, вот я тебе говорю, деньгами займись, да, работой, вот этим здоровьем не звучит романтично. Зато это вытаскивает из вот этой, как сказать, липкой, как мед тоски. Только мед не сладкий. А самое главное, сама консистенция вот эта, да, липко, мокро, вязко. Знаешь, веди себе вот маленький, стабильный какой-нибудь ритуал по вечерам. Не медитации, все вот это, а что-то простое. Например, там вечером прогулка, да, 15 минут. Или там, ну, если там работа и так далее не позволяет, там в неделю, например, одно действие для себя. Например, маникюр, да, ну, может, не маникюр, а вот, ну, что-то для себя. Хобби, спорт, курсы, все что угодно. Главное, чтобы это напоминало, что твоя жизнь не крутится вокруг писюльки одного мужика. И перестань ждать. Перестань ждать, что тебя резко отпустит, не отпустит. Тяжело будет, тебя будет крутить. Тебе захочется ему написать хотя бы типа «Привет, как дела?» Да? Проверить. Мужики, я тебе открою тайну. Если девушка пишет «Привет, как дела?», значит, она сдалась. Не сдавайся. Твоя задача выдержать вот это желание написать ему. Ночью тебя особенно будет накрывать. Это нормально. Вот прямо скажи, мне этот самое, да, мне плохо, но я к нему не полезу. Вслух скажи. А почему не полезу? Потому что не хочу по второму кругу, чтобы на моей лужайке опять ноги вытирали и в свою жизнь уходили. И держи эту линию. И через какое-то время ты заметишь, что думаешь о нем реже, внутри спокойнее будет становиться. Вот тогда на это место, в эту лужайку, придет что-то новое. Зайдет тот, который не будет ноги вытирать. Понимаешь? И придет не потому, что надо заменить, а потому, что ты место освободишь, ну хотя бы для себя самой. Понимаешь? Еще раз повторяюсь. Много вот этих писулек, да, ну, смс-ок, сообщений «Я тебя люблю», «Я по тебе скучаю», «Ты мне нужна». Еще раз повторяюсь. Просто оглянись.